Что можно случайно найти в заброшенной психбольнице? А как вам древний грот, в котором светятся стены и звучит музыка органа просто из ниоткуда? Или какая будет ваша реакция, если, купив старый заброшенный дом под порогом, вы найдете мумию младенца? Я покажу самые таинственные и пугающие места, которые есть в нашем мире. И поверьте, истории там соответствующие. И начну, пожалуй, с классики мистических мест. В 1926 году в Норвегии открылась клиника, способная принять до 700 пациентов. Однако к 1985 году 4 ее корпуса оказались заброшенными по загадочным причинам. Во время их функционирования там проводились довольно спорные эксперименты на людях. Исследователи тестировали на пациентах новые медицинские препараты, включая ЛСД, а также сомнительные методы лечения, такие как электрошок и исследование мозга, надеясь тем самым продвинуть науку вперед. К сожалению, эти эксперименты привели к трагическим последствиям. Более 2500 человек, в том числе детей, умерли от боли, вызванной лоботомией и электротерапией. Сегодня в этих покинутых корпусах все еще можно увидеть старинные кровати, медицинское оборудование и даже личные вещи бывших пациентов. При этом оставшиеся 8 корпусов клиники продолжают функционировать, но даже пациенты с психическими нарушениями боятся приближаться к старым корпусам. Местные жители иногда рассказывают о странных огоньках, которые видны в окнах заброшенных зданий. А кто из нас не мечтал оказаться в шкуре героя гламурного фильма о жизни богатых и знаменитых, разгуливающих по роскошным особнякам? Многие даже лелеяли надежду, что им внезапно достанется невероятный особняк от далекого родственника троюродной бабушки. Вот и родные Майкла Халбериана, ушедшего из жизни в 2011 году, столкнулись с подобным везением. Они унаследовали знаменитый Стейнвей Мэншн, грандиозный особняк в самом сердце Нью-Йорка с 27 комнатами, обставленными дорогущим антиквариатом, который был построен в 1858 году и приобретен семьей Стейнвей в 1873. Решение о продаже дома пришло быстро. Это был самый простой способ разделить наследство. Однако настоящий шок наследники испытали, когда аукционист, оценивший содержимое особняка, с ужасом обнаружил в одном из сундуков маски Вуду из свиной кожи и куклу, окруженную ржавыми гвоздями. Эти мрачные артефакты могли быть частью темных ритуалов. Событие это настолько шокировало наследников, что они на долгое время потеряли дар речи, пытаясь понять, какие секреты скрывал их родственничек Майкл Халбериан. Аукционист Майкл Капа сказал о находке следующее: «У этой штуки есть энергия, и я не уверен, что она хорошая». Это открытие добавило мистических тонов особняка, который в итоге потерял потенциальных покупателей. А хотите увидеть что-то еще более пугающее? В глубине итальянской Пармы в Эмилии-Романье скрывается забытая психиатрическая клиника, где время остановилось среди обшорпанных стен и пожелтевших потолков. Здесь, среди старых железных кроватей и инвалидных колясок, можно увидеть нечто необычное – граффити с изображениями призрачных существ. Будто души погибших пациентов, которые ползут по стенам и полу, пытаются остаться в этом мире. Создателем этих мистических рисунков является уличный художник Герберт Баглионе, который решил превратить заброшенное пространство в полотно для своего проекта «Тысяча теней». Работая в палитре белого, черного и золотого, Баглионе исследует темы человеческой неидеальности, такие как ожирение и анорексия, а также глубокие чувства гнева, одиночества и страха. Это место, ранее оставленное в забвении, теперь привлекает туристов своими уникальными арт-объектами, превратившись в магнит для тех, кто ищет необычные и волнующие впечатления. Правда, оставаться там ночью строго запрещено, ведь это место и без пугающих рисунков пользуется дурной славой. А помните, я говорил про мумию младенца? В июле 2007 года Боб Кинхорн из Торонто, просто делая дыру в балке для проводки, случайно наткнулся на нечто неожиданное.
Возможно, он даже мечтал обнаружить какие-нибудь мелочи или монетки, но вместо этого нашел старый газетный сверток. Открыв его, он обнаружил внутри маленькое тело ребенка, которое заполнило комнату неприятным запахом. Ребенок был так мал, что Кинхарн сравнил его размер с размером своего 4-месячного ребенка, завернутого в страницу газеты так, что торчали только ножки. Позже выяснилось, что найденный ребенок умер еще в 1925 году, и причиной смерти были естественные обстоятельства, а не насилие. Однако точные обстоятельства, которые привели к такому печальному исходу, остались все-таки неизвестны. И я представляю, каково теперь ему жить в этом доме. Но если вы думаете, что пугать может только дом или заброшенная психбольница, то что вы скажете про целый город? На морском побережье Тайваня планировалось построить роскошный курорт, мечту местных богачей. Однако с первого дня проект был обречен на неудачу из-за таинственных событий. Строители один за другим находили свою смерть на стройке. Некоторые ломали шеи, падая с большой высоты, несмотря на страховочные тросы. Другие погибали под обломками рухнувших подъемных кранов. Местные жители вскоре начали говорить, что земля здесь нечиста, и связывали это с ужасающим прошлым, вспоминая японский лагерь смерти, который когда-то располагался именно здесь. С течением времени страшные истории только укрепились в сознании народа, и к концу 1980-х стройка внезапно остановилась. Построенные апартаменты так и остались без владельцев. Правительство, в свою очередь, отказалось сносить недостроенный городок, веря, что это может освободить злых духов, которые, по слухам, до сих пор бродят среди пустующих зданий. Так, место, предназначенное для роскоши и отдыха, превратилось в мрачный символ местных легенд и суеверий, но мы идем дальше. Церковь Святого Георгия в деревушке Луково, Чехия, является мрачным напоминанием о трагедии, случившейся в 1968 году. Во время похоронной службы здесь произошел пожар, в результате которого обрушилась крыша и погибли люди, находившиеся внутри. Несколько десятков человек, представляете? С тех пор здание оставалось заброшенным, но по ночам можно было услышать странные стоны. Туристы старались обходить церковь стороной, однако необычная арт-инсталляция художника Якуба Хадравы вновь привлекла к этому месту внимание. Он заполнил церковь статуями из белой ткани, напоминающей саван. Эти фигуры, расположенные в позах молящихся священнослужителей, создают впечатление неподвижной молитвы, добавляя атмосфере особенную мрачность и загадочность. Это зрелище настолько пугающее, что официальные туры сюда не организуются. Однако многие туристы, посещая Чехию, теперь сами стремятся увидеть этот жуткий памятник искусства и истории лично. Остров Повеглия, расположенный недалеко от Венеции, известен своей мрачной историей. В течение многих десятилетий он служил карантинной зоной для больных чумой. Власти Венеции не утруждали себя созданием кладбища, а сжигали трупы в массовых могилах. С течением времени количество умерших было настолько велико, что по оценкам ученых почва острова на 50% состоит из человеческого пепла. Жуть, не так ли? Но жуткие истории острова не закончились чумой. В начале 20 века здесь была построена психиатрическая больница, пациенты которой жаловались на призраки погибших. По слухам, главный врач этой больницы проводил эксперименты над своими пациентами, в итоге выбросившись с колокольни, которая до сих пор стоит на острове и служит маяком. Заброшенная больница с решетками на окнах, обломками кроватей и медицинскими инструментами сохраняется на острове, создавая пугающую атмосферу. Этот вид определенно не для слабонервных, и остров Повеглия продолжает привлекать тех, кто ищет острые ощущения и интересуется темной стороной истории. Не уверен, что у меня бы хватило духа отправиться в это место, как и, собственно, в следующее, про которое я расскажу. Остров Кукол в Мексике, находящийся среди каналов района Сочимилька, недалеко от Мехико, окутан мрачной легендой.
Хулион Сантана Баррера, отшельник, который выбрал этот остров в качестве своего уединенного убежища, однажды нашел утонувшую маленькую девочку вместе с ее куклой. По преданию, чтобы успокоить дух девочки, Хулиан начал вешать куклы на деревьях по всему острову. С тех пор место превратилось в туристическую достопримечательность. Посетители приносят куклы, чтобы добавить их к жуткой коллекции. Трагическая ирония судьбы Хулиана заключается в том, что в 2000 году его нашли мертвым, утонувшим в том же месте, где была найдена девочка. Сегодня остров кукол продолжает привлекать туристов, но ощущения от визита далеко не радостные. Кажется, что сотни пустых глаз кукол следят за каждым вашим шагом, создавая атмосферу неизбежного зловещего присутствия. Теперь понятно, откуда эти американские фильмы ужасов. Шато Миранда, великолепный неоготический замок на юге Бельгии, недалеко от французской границы, когда-то источал блеск и величие, а сегодня предстает перед нами в руинах. Но вы спросите меня, что же с ним не так? Во время Великой Французской революции семья Лидекерке-Бофор была вынуждена покинуть его и скрывалась на соседней ферме в ожидании завершения революционной резни, когда убивали всех, кто попадал разъяренной толпе в руки. После Второй мировой войны замок нашел предназначение как летний лагерь для детей-сирот, управляемый Бельгийской национальной железнодорожной компанией вплоть до 1980-х годов. Однако с ростом расходов на обслуживание в 1991 году замок был заброшен, и после пожара в 1995 году, который уничтожил часть крыши, все ценные элементы, включая паркет и итальянский мрамор, были перевезены в другой замок в Италии. Даже дети, которые в свое время отдыхали в лагере, вспоминали о странных стонах и завываниях по ночам. На данный момент, несмотря на предложение о превращении его в отель, замок Шато Миранда остается пустым. Семья Лидекерке-Бофор даже подала официальное требование о его сносе, считая это место проклятым. А теперь посмотрите на этот когда-то великолепный особняк в стиле греческого возрождения в Юнионтауне, штат Алабама. И да, его трагическое прошлое вполне соответствует мрачному виду. В январе 1994 года под крыльцом дома Харди Коулман, более известного в интернете как «Дом, где убили Люси», были найдены останки 13-летнего Алана Люси. Алан жил в этом доме со своими приемными родителями, Филиппом и Маргарет Люси, и бесследно исчез в мае 1985 года. В последующие месяцы Джейсон Люси, биологический сын Филиппа и Маргарет, рассказывал одноклассникам, что его отец убил Алана и похоронил его во дворе дома. Многие годы никто не верил рассказам Джейсона, хотя слухи о семье Люси ходили по городу задолго до исчезновения Алана. Даже спустя десятилетия после того, как убийца Алана Люси был привлечен к справедливости, дому так и не удалось восстановить свою репутацию. А вот еще одно пугающее место – Вилла де Векки. Дом ведьмы, чтобы вы понимали. Расположенная недалеко от озера Кома в Италии, была построена в период с 1854 по 1857 год как летняя резиденция для графа Феликса де Векки. Семье удалось провести там всего несколько лет из-за трагедий, которые последовали сразу после строительства. Сначала, через год после завершения стройки, умер архитектор. Затем в 1862 году граф де Векки вернулся домой и обнаружил убитой свою жену, а его дочь пропала без вести. Когда спустя год поисков он так и не смог найти ее, граф покончил с собой. После его смерти в дом переехал его брат, и его семья продолжала жить там до Второй мировой войны. С 1960-х годов вилла пустует, а в 2002 году лавина уничтожила все дома в этом районе. Кроме этого, пугающий факт, не так ли? А вот еще одно удивительное место, находящееся в американском штате Вайоминг – Башня Дьявола. Согласно легендам, ее возведение приписывают самому дьяволу. По размерам башня Дьявола превосходит пирамиду Хеопса в 2,5 раза, что добавляет ей таинственности. Местные жители всегда с трепетом и страхом относились к этому месту, усугубляемому слухами о загадочных огнях, мерцающих на вершине горы. Башня Дьявола стала популярной локацией для съемок фантастических фильмов, в том числе известного фильма Стивена Спилберга «Близкие контакты третьего рода». Вершину горы покорили лишь 2 человека –
Первым был местный житель в 19 веке, а второй – скалолаз Джек Дюранс в 1938 году. Самолеты не могут приземлиться на вершине из-за сильных ветров, которые дуют в этой местности. Попытки опытного парашютиста Джорджа Хопкинса покорить вершину обернулась настоящим испытанием. Он успешно приземлился, но спускаемые сверху веревки портились об острые скалы. В итоге Хопкинс оказался в плену у башни Дьявола. Его спасение превратилось в национальное событие. Над горой кружили самолеты, сбрасывая еду и оборудование, но большая часть груза просто разбивалась о камни. К тому же на вершине оказалось много крыс, которые ночами становились все более агрессивными. Вызывали даже опытного альпиниста Эрнста Филда, однако он сказал, что скала ему не по зубам. В конечном итоге Джек Дюранс, тот самый местный, покоривший вершину, вернулся и по своему уникальному маршруту возглавил операцию по спасению. Спустя неделю в плену у скалы Хопкинс был спасен благодаря усилиям альпинистов под руководством Дюранса. Удивительно, что для людей не проблема подняться на Эверест, но при этом не по зубам башня Дьявола. В чешском городе Иглова, что в Южной Моравии, расположены катакомбы, окруженные мистической аурой. Созданные в средние века, эти подземные лабиринты на протяжении веков привлекают тех, кто ищет загадочное и неопознанное. Среди местных легенд особенно выделяется одна, согласно которой в полночь в одном из коридоров начинают раздаваться звуки органа. Не раз здесь замечали привидения и другие сверхъестественные явления, что долгое время было предметом скепсиса у ученых. В 1996 году археологическая экспедиция прибыла в Иглово и сделала поразительное открытие. Ученые подтвердили, что звуки органа действительно слышны в месте, о котором гласят легенды, хотя на глубине 10 метров вокруг нет никаких помещений, где мог бы физически находиться орган. Это исключает версию о случайной ошибке или о недоразумении. Психологи, обследовавшие очевидцев, исключили массовую галлюцинацию, но наиболее сенсационной находкой стала светящаяся лестница, обнаруженная в одном из ранее неизвестных подземных ходов. Несмотря на отсутствие фосфора в материале, лестница излучает мистический красновато-оранжевый свет, который не уменьшается даже при выключенном фонаре. И таких жутких мест полно, уж поверьте мне. Кстати, если вам интересна подобная тематика, вы умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании. Можете попасть в нашу команду. И спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи в следующих видеороликах. Пока-пока.